Всем привет! У вас тоже такое бывает, ну или может быть раньше бывало, что как минимум 2 раза в год в доме настолько холодно, что хочется закрыть все окна и одеться потеплее. Но можно ведь обойтись и без этого. Для этого нужно поставить хорошие окна и вообще снизить теплопотери. Но сейчас не об этом. Давайте разберемся в том, какой же лучше всего выбрать обогреватель, конкретно в вашем случае. Так, стоп. Давайте проведем сначала эксперимент. Сейчас вы напишите в комментариях, какой вариант выбрали бы сейчас. Собака! Гарсон! Мне подарили собаку! А после того, как просмотрите видео, напишите в ответ на свой же комментарий, изменилось ваше мнение или нет. И начнем мы с газовой пушки. Уже по названию можно догадаться, что для работы ей понадобится баллон газа, пропана или бутана. Она отлично подойдет для строительных работ, к примеру, зимой в неотапливаемом помещении, для просушки бетона, штукатурки и так далее. Во-первых, потому что она отлично сушит воздух, и во-вторых, в ней есть встроенный вентилятор, поэтому можно будет направить поток горячего воздуха туда, куда вам нужно. Но стоит помнить, что газовая пушка относится к категории повышенной опасности. Даже если она исправная, не рекомендуется оставлять ее без присмотра. А поломок у нее может быть большое разнообразие. И также не стоит использовать ее в жилом помещении, так как она довольно шумная и особенно потому, что сжигает кислород. А ведь людям нужен кислород, чтобы дышать. Плюс опять же газовый баллон, который сам по себе представляет опасность. Есть тепловые пушки электрические, они менее опасные и не жгут кислород, но по мощности значительно уступают газовым. У них также есть встроенный вентилятор, который задает направление потоку теплого воздуха. И есть модели, в которых возможно включение вентилятора без включения обогрева. Следующий тип обогревателей с вентилятором – так называемые ветерки. Это куда более подходящий вариант для дома, чем предыдущие. Во-первых, они выглядят куда приятнее. Во-вторых, есть модели с автоповоротом, что позволяет греть не одну какую-то точку, а несколько, попеременно. В-третьих, они более тихие. И в-четвертых, компактные. Их легко переносить и ставить можно почти куда угодно. В-пятых, что очень важно, среди них есть керамические обогреватели. Давайте подробнее рассмотрим этот вариант. Итак, керамические обогреватели. Знаете, чем они хороши? Они не нагреваются даже до 100 градусов, поэтому относительно безопасны и не сушат воздух, и нет запаха сжженной пыли. Если такой обогреватель сделан из полых керамических пластин, то он будет легким, быстро нагреваться, но и быстро остывать, хотя быстрое остывание тоже можно считать плюсом в некоторых случаях. Например, если нужно быстро прогреть комнату и выключить обогреватель, чтобы не обжегся ребенок. Обогреватель из сплошной плиты будет дольше нагреваться, но и отдавать тепло будет еще около получаса после выключения. Но такие обогреватели могут быть очень тяжелыми. Есть еще похожие на керамические ветерки кварцевые небольшие обогреватели. Их тоже удобно переносить, много куда можно поставить, могут быть с функцией автоповорота и похожи на маленькие камины. Здорово же. Мне очень нравится. Особенно вот так. Да, его можно ставить на улицу, потому что он работает по принципу инфракрасного излучения. И они быстро нагреваются и остывают. Кстати, среди керамических тоже есть инфракрасники. Инфракрасные обогреватели. Это вещь. Они не сушат воздух, не жгут пыль, они вообще не греют воздух. Как же они тогда могут нагреть комнату? Очень просто. Дело в том, что они греют предметы перед собой, а уже предметы потом греют воздух. Поэтому можно такой маленький обогреватель ставить даже на улицу перед собой, и он будет греть вас, а не улицу. Я же говорил, что это здорово. Также они бывают настенные и потолочные. Есть среди них и вот такая красота.
Но в этой игрушке будет мало мощности. Прям вот реально мало. Отойдете от нее на 2 метра и уже ничего не почувствуете. И скорее всего в таком устройстве не будет никаких предохранителей, и это очень пожароопасно. И лучше не оставлять его включенным на ночь и без присмотра. Ну и наконец старая добрая классика. Масляные обогреватели. Наверное, у всех такие были. Мои родители тоже такой покупали, когда я был еще ребенком. И почему-то некоторые до сих пор предпочитают их. Но, как мне кажется, это уже пережиток прошлого. У них только один плюс. Их можно свободно перекатить из комнаты в комнату. Но они много жрут электричества, греют в основном себя. И так как масло в нем греется здесь и только потом дальше, а термостат стоит здесь же, то и выключается он раньше, чем полностью прогреется. А еще их любимая болезнь – это течь. И для этого их даже не обязательно механически повреждать. И как только он потечет, все, это хлам. Без масла он не будет греть, а сгорит сам. Ну и осталось вспомнить про конвекторы. Их можно повесить на стену, а можно поставить на колесики. И тогда такой обогреватель будет тоже мобилен. Принцип работы таких обогревателей простой, но эффективный. Снизу, как известно, самый холодный воздух в помещении, и попадая в полый корпус конвектора, он нагревается и поднимается вверх. Но встречает на своем пути специальные жалюзи, которые перенаправляют теплый воздух вниз, где он перемешивается с холодным, и таким образом температура становится все более и более комфортной. И такой обогреватель является мощным, но энергоэффективным, особенно в сравнении с тем же масляным. К тому же есть несколько видов термостатов – механические, электронные и инверторные. Сейчас активно рекламируются инверторные, якобы это последнее слово техники, они позволяют экономить до 70% электроэнергии в сравнении с электронными, потому что более точные, и как только он нагревается до нужной температуры, то снижает потребление и поддерживает ее на одном уровне. Но вот в чем загвоздка, у электронных погрешность тоже небольшая, максимум 0,4 градуса. И скажите мне, в чем тут экономия, если инверторный, хоть и меньше, но продолжает потреблять энергию беспрерывно, а электронный, хоть и всегда на максималках греет, но совершенно не потребляет энергию, когда отключается, достигнув нужной температуры. И где вообще отчет об испытании инверторов? Лишь голая реклама и графики, нарисованные от руки. И вообще, сколько энергии обогреватель потребляет, столько он ее и будет выделять в виде тепла. Нельзя из ничего получить что-то. А теперь давайте вспомним все обогреватели, о которых мы говорили. И напишите в комментарии тот, который вам больше нравится теперь. Так мы узнаем, сколько людей поменяло свое мнение и какой обогреватель фаворит.